Светлых дней светлым людям. Мы продолжаем наше просвещение от слова освещение. Вашему вниманию предоставляется вторая серия, посвященная букве К и такой непростой теме, как конец света. В первой части мы попробовали максимально подготовить к усвоению основного материала. И вот основной материал будет раскрыт здесь во второй серии. Желательно последовательность просмотра не нарушать. Поэтому надеюсь, что вы уже подготовлены для просмотра второй серии. И здесь вы увидите достаточно много откровений на данную тему. Поэтому продолжаем. Единичные переходы бывают и внеплановые. Так называемый случайный квантовый переход вместе с телом, если вы случайно, допустим, в лесу попадаете в туман органического квантового портала, такое тоже возможно, но не носит массовый характер. Есть технологические лифты и порталы, это уже осознанные вещи, так называемые звездные врата, но там нужно знать технологию этого перемещения, иначе ничего не получится и может закончиться трагично. И самым жестким вариантом считается вариант квантового перехода через обнуление, когда нужно обязательно покинуть физическое тело для того, чтобы перейти в портал. И самым сложным переходом как раз является переход в 7-ю, 8-ю, в 9-ю, в 10-ю и в 11-ю мерность эфира. Когда вы покидаете эту зону омеги, то есть покидаете 6-й уровень мерности эфира. Если вы это сделаете, а я уверен, что такие люди найдутся для перехода, как у славян принято говорить, в мир славе и мир праве. В переводе на русский язык что это может означать? Это означает, что нужно в квантовом теле нашего Всевышнего перейти из спинного мозга, позвоночного столба, в головной мозг Всевышнего по мысленному мосту. И действительно, это удивительная вещь, но оказывается между спинным мозгом и головным мозгом человека есть некий мост, называется Варалиев мост, в том числе отвечающий за движение глазных яблок и мимику человека. Но мы же сделаны по образу и подобию, поэтому, изучая свое тело, ты изучаешь, как устроена Вселенная. Это и есть тот самый ментальный мост на тонком плане Всевышнего, если говорить о символе русской буквы «П», что означает покой, портал, переход, после которого мы попадаем в символ буквы О, то есть омега, 6-й мерностью эфира, или выйдем через наше ДНК, это символ русской буквы Н, мысленно символ буквы М, к людям мира Абсолюта, символ буквы Л, в так называемый мир славе. И не случайно речь идет о слове «мост», которое означает «мысли образуют свет тела» или «мыслями омеги в свете тела». Мост является символом объединения этих двух понятий. И есть некий символизм в том, что среди эзотериков бытует мнение, что фирменным почерком диверсии иезуитов является взрыв или авария именно на мостах. И обратите внимание, что даже если вы займетесь эзотерическими какими-то направлениями, литературой какой-то, то здесь на Земле все говорится только про омегу. Ничего про альфу вы толком не найдете. Про альфу можно только услышать, разве что в славянских каких-то отдельных учениях. Но русский язык подразумевает собой, раскрывает понятия и альфы, и даже абсолюта. Вообще, если говорить про слово абсолют, то оно начинается на букву А, но в этой букве присутствует и буква О, и буква Ю. А мы с вами понимаем, что и буква О, и буква Ю связаны с омегой. А буква А сама говорит за себя. Поэтому, если расшифровать слово абсолют, то это слово означает первооснова божественного света омеги людей объединяет с омегой телами. Иными словами, этот круг абсолюта является не что иное, как первооснова, которая связана очень плотно с божественным светом омеги, и, соответственно, этот божественный свет накапливается за счет энергии людей и физических тел человечества, которые находятся в теле омеги. Если я вам откровенно признаюсь в том, что моя сущность уже осуществляла этот переход со спинного мозга в головной мозг, и находилась уже в этом мозге и знает, как там все работает, то, скорее всего, в это вы все равно не поверите. Но это нормально для человека, то есть многие так устроены, что пока ты мне не покажешь, пока я сам этого не увижу, пока сам этого не осознаю, не пойму, я в это никогда не поверю. И это, наверное, нормально. Но вместе с тем я позволю все-таки себе рассказать об этих обстоятельствах. И в частности о белых кубах памяти, так сказать, ячейках памяти в головном мозге. Когда ты уже туда попадаешь, тебя туда упаковывают. И вроде бы эти вещи должны происходить
один раз в твоей жизни, то есть тебя упаковали в вот этот вот белый куб, и ты там находишься. Я вам расскажу, какие ощущения там испытывает человек, ну, вернее, не человек уже, а его сознание, его сущность. Но даже вот этот момент, он на самом деле не вечный, то есть может произойти опять распаковка. Ну, как это произошло в моем случае. И на самом деле не просто так я здесь оказался, то есть у меня были свои цели и задачи, но жизнь распорядилась таким образом, что очень стремительно развивались события, мне просто не хватило буквально там 1-2 дней разобраться со своим внутренним миром, установить плотный контакт со своей душой и, как бы, получив самые главные ответы, уже не искать никакой поддержки с внешней стороны, а все внимание обратить в свой внутренний мир. Но у меня вот это, к сожалению, не получилось, потому что как раз в тот самый момент, когда я устанавливал эту связь, я, по сути дела, распаковал свою душу, вот было все хорошо, но в этот момент как раз происходили те самые события, что я вот прям, ну, как будто бы кто-то вел меня в руки к Льву Вячеславовичу Клыкову. Ну и, собственно говоря, он сделал то, что он должен был сделать. Он расправился с моим внутренним миром, потому что он был прекрасно осведомлен. Мы с ним даже беседовали на эту тему, что на Дальнем Востоке должен появиться человек, который должен что-то сделать в этом мире. И вот, к сожалению, так получилось, что мне это не позволили сделать, иначе я бы вам прямо в прямом эфире здесь бы это доказывал, показывал фокусы через свое тело, то есть это вполне реально делать. Когда ты устанавливаешь плотную связь с омегой, то есть с высшим разумом, твое физическое тело способно творить чудеса, то есть ты уже наделяешься какими-то особыми способностями. Но в этот раз пошло что-то не так, наверное, такая осечка рано или поздно должна была случиться, вот она произошла. Мой внутренний свет потушили, связь с высшим разумом разорвана, но я принял решение максимально рассказать об этом открыто, искренне, вот, чтобы как можно больше людей об этом услышали, что это возможно, это все реально, это все работает. Нужно только поверить в себя и работать со своим внутренним миром, со своей душой. И вот я подчеркиваю лишний раз, каждому, абсолютно каждому душевному человеку, если у вас душа на месте, но я это определяю следующим образом. Если человек видит цветные сны, если он летает во снах, значит все хорошо, душа его на месте и с ней можно работать. То есть, когда вы переносите свое сознание в душу, живете своей душой, то вы можете духовно развиваться и, соответственно, рано или поздно ваше сознание перейдет, наконец, в мир альфы. И ваше сознание способно попасть в головной мозг Всевышнего и упаковаться в так называемый светлый куб. Или ячейку по-другому. Ну, на ментальном уровне это выглядит так. Чуть позже вы поймете, почему я это рассказываю. А сейчас давайте расшифруем слово «куб». Слово «куб» тоже начинается на букву «К» и означает «с разных сторон в точку направляется усилие Бога». Энергия, упакованная в данный куб, постепенно уменьшается. Куб ослабевает, и сознание снова идет на воплощение для восполнения своего энергетического потенциала или для реализации замысла Всевышнего с твоим участием как очередная миссия. Ну и вот на этом этапе я принял решение все-таки поделиться с вами той информацией, которой обладает мое подсознание, вот о пребывании в этом белом кубе. Как это ощущает на себе сознание человека? Это воспринимается сознанием человека как такая белая среда обитания, где ты ощущаешь себя очень гармонично, спокойно, благодушно и купаешься в любви. Так вот, белый потолок, белые стены, белый пол, все белое, и ты сам белый, и как будто находишься в одной точке и одновременно сразу во всем. То есть такое ощущение, что ты есть все, то есть есть энергия, которая входится в точку, и энергия, которая выходит из точки в разные стороны, одновременно это ощущается. Вот такое состояние блаженства. И в таком состоянии пребываешь, может там вечность пребывать, да? Но в какой-то момент времени, понятно, по решению высшего разума это происходит, вот, но твое сознание это не осознает, как будто бы происходит это само собой. То есть эта ячейка начинает постепенно тускнеть, и возникают некие серые блики. И вот только тогда ты можешь увидеть там под потолком некие жалюзи, которые скрывают окно. И, соответственно, открыв эти жалюзи, открыв это окно, у тебя возникает естественное, причем, подчеркиваю, естественное желание, тебя никто не принуждает. Такое ощущение, что ты сам решил отсюда выйти из этого блаженного состояния. И как я это помню, я оттуда выхожу через это окно и буквально вываливаюсь на такую живописную, красивую очень лесную полянку вот на земле. И я прям ощущаю, как я прям наслаждаюсь
вот этой лужайкой, я лежу в этой траве, я буквально хохочу в этом физическом теле, наслаждаясь запахом этих лугов, запахом этих цветов, которые благоухают. И вот видно, что я очень соскучился по этой земле, вот. Но потом в какой-то момент подходит сопровождающее лицо и мне говорит, нам пора идти. Ну все, я иду за ним. Соответственно, мы приходим, и там какая-то стоит толпа, то есть стоит народ, и они почему-то стоят возле вертикальной лестницы, и на эту лестницу подняться не могут. Но тогда я как бы не особо в этом разбирался, сейчас я это понимаю, что это, ну, по сути дела, были бездушные люди, или там, можно сказать, биороботы, как хотите говорите, но люди просто не в состоянии, нету силы воли, нету силы души и духа, да, подняться по этой лестнице. А я спокойно подошел и вдруг беру маленького мальчика, маленького такого мальчика на руки беру, никто мне не мешает в этом, некоторые пытаются там что-то как-то мне помешать, дергать, но ничего не получается. И в итоге я начинаю подниматься по этой лестнице, мальчику говорю, ну давай, что ты здесь будешь находиться, пошли наверх. И я его начинаю как бы поднимать с собой наверх. И вот мы по этой лестнице поднимаемся, делаем какие-то переходы многоэтажные, и вот эта лестница, она вертикальная. И вот мы по ней идем, но поднимаемся очень быстро, потому что она не наклонная, а вертикальная. И вот так через вот этажи проходим и доходим до некого моста. Вот так, на минуточку, да. Ну, это тот самый как раз мост перехода со спинного мозга в головной мозг Всевышнего. И вдруг, когда вот уже вышли на горизонт, да, на эту горизонтальную поверхность моста, вдруг я понимаю, что мальчик растворился. То есть его нету, но я понимаю, что он во мне. То есть это что означает? Что я вот, моя душа пришла сюда, объединилась, вот взяла этого маленького мальчика. Душа была большой, да, маленький мальчик это земной дух. Он был неодухотворенный. И вот поднимаясь вверх, мы вместе с ним, я его поднимал, и как бы мы с ним объединились в одну общую сущность. И дальше мы должны сделать были этот переход по мосту, но дошли до середины моста, и вдруг я разворачиваюсь к краю моста, заглядываю вниз, вижу, что там темная такая пропасть, и я, значит, расправляю вот так руки, и так медленно в эту пропасть так и лечу. И в этот момент как бы я пришел в себя, да, вот когда мне это все показывали. Ну, то есть мне показали, что на самом деле произошло в данном земном воплощении. И вот как раз Лев Вячеславович Клыков, это тот человек, который ну, не дал мне совершить этот переход по мосту, и я сорвался в эту пропасть, да. И сейчас вынужден вам об этом всем рассказывать, потому что, ну, так скажем, наверное, те цели и задачи, которые стояли, наверное, мне полноценно выполнить не удалось. Поэтому хотя бы так я, может быть, кому-то помогу поверить в то, что это реально, и сознание может человека вот жить вне тела. Ну и почему все-таки упаковывается сознание именно в куб? Потому что куб это магическая фигура, которой человечество слишком мало уделяет внимания, недооценивает. Потому что куб, как и шар, собственно говоря, имеет равномерное распределение энергии. И эзотерики прекрасно, конечно, понимают, о чем я говорю. Кубы сознания в нашем мироздании есть не только светлые, но и темные, с которыми работают, так сказать, темные силы, и они туда упаковывают свое сознание. Но есть еще одно очень удивительное слово, которое начинается на букву К и заканчивается на букву К. Это слово кубок, и до сих пор в разных соревнованиях победителям вручаются кубки. Но это все не просто так, потому что слово кубок означает, куб образует направление из точки в разные стороны. А полная расшифровка этого слова означает, с разных сторон в точку направляется усилие Бога, образуя направление из точки в разные стороны. То есть кубок это то самое изделие, которое позволяет вот это сформировать слово как. То есть с одной стороны ты собираешь энергию в точку, а с другой стороны из точки эта энергия выходит. То есть это такое устройство, которое работает в обе стороны. Настоящий кубок обязательно должен иметь в основании магический куб из сакрального материала, над которым возвышается емкость особой формы в виде раструба, направляя энергию из точки вверх воронкой. И получается куб, который находится в основании кубка, должен собирать энергию. А вот эта вот емкость, которая в верхней части находится, она наоборот из точки в разные стороны направляет энергию. Так это работает. Причем металлическое тело древних кубков старались украшать разными драгоценными камнями, придавая энергии нужное качество.
Именно из таких магических кубков пили жидкость, когда хотели насытить свое тело особым видом энергии. Иметь такой магический кубок с драгоценным кубом было настоящей наградой для человека, особенно если эти драгоценные камни обладали целебной энергией для данного конкретного человека. И до сих пор многие эзотерики перед тем, как ложиться спать, наливают стакан воды, шепчут на воду свои слова благодарности за каждый прожитый день, за пройденные уроки бытия и за полученные результаты, нашептывают на воду свои намерения, пожелания самому себе, то есть программируют воду, а вода является жидким хранителем структурной информации, и затем выпивают половину стакана, не полностью, а половину, а оставшуюся половину ставят на прикроватную тумбочку рядом со своим телом. Ночью вода заряжается энергией биополей тела человека и заряжается той информацией, которая приходит ночью к человеку во сне. Поэтому утром, перед тем, как вставать с кровати, человек еще раз проговаривает свои намерения и пожелания самому себе на сегодняшний день, программируя себя на успех и выпивает оставшуюся половину стакана воды. То есть отношение примерно такое, что каждое утро человек как будто бы заново рождается, чтобы выполнить какое-то очередное очень важное дело в течение сегодняшнего дня. И если произнесенные слова произносятся особым чувством любви, очень проникновенно и желанно, то со многими людьми происходят настоящие чудеса. Якобы случайным образом это происходит, но их намерения почему-то вдруг сбываются, в том числе мистическое исцеление происходит даже от разных заболеваний, так как первопричина любых заболеваний кроется на тонком энергетическом плане. И это даже без каких-либо драгоценных кубков, а просто при помощи ежедневного употребления стакана воды. Понятно, что сейчас такие кубы-подставки из рубинов и других драгоценных камней утрачены в силу их баснословной стоимости, магической силы. В музеях можно увидеть только массивные вазоны подобного рода. Но до наших дней дошла такая традиция награждения кубками, однако смысл этой традиции, к сожалению, утрачен. И даже самому форму современных кубков стали искажать, делать основание овальным, прямоугольным, либо стали почитать именно черный куб в основании кубка. Однако даже современный русский язык позволяет расшифровать энергетический смысл данного изделия. Почему делают именно черный кубок, даже там пусть пластмассовый, но все равно именно черный? Потому что про черный куб на северном полюсе Сатурна уже, наверное, каждому человеку известно в той или иной степени, особенно тем, кто хоть немного интересуется астрологией. Все астрономы знают, что планета Сатурн числится под номером 6, связана с шестой мерностью эфира, шестой чакрой на теле человека, шишковидной железой, с магическими силами временной шкалы. Кто владеет кубом времени Сатурна с его квантовым сервером, тот является властелином колец Сатурна, как в знаменитом одноименном фильме «Властелин колец» — это все примерно об этом же. Посвященные связывают Сатурн с элохимами с планеты Нибиру. Многие проецируют проекцию 6 внешних граней куба, которая никогда не исчезает на северном полюсе Сатурна. Опять цифра 6, и в итоге получается 3 шестерки, 666, что называется без комментариев. Официальный цвет Сатурна черный, как и у нашей Земли. Сатурн связан со справедливостью и кармой. Козерог и Водолей являются его правящими знаками гороскопа, поэтому обратите внимание, что Иисус Христос, Будда и так далее и тому подобное, многие святые как раз козероги по знаку гороскопа. Вокруг Сатурна вращается 83 спутника, что является абсолютным рекордом для нашей Солнечной системы. Эзотерики абсолютно уверены в том, что сейчас на Земле проживает цивилизация Сатурна, и наша реальность на Земле управляет через программу данного черного куба Сатурна, являющая для кого-то тюрьмой, из которой невозможно выйти ничему черному, а для светлых сил является порталом в светлые миры. Это универсальный духовный архетип. В иудаизме даже в субботу и шаббат напрямую связывают с Сатурном, которого одновременно и боятся, и почитают в своих оккультных практиках. А вообще, если кому-то интересно, то еще со времен Римской империи понедельник считался днем Луны, вторник днем Марса, среда днем Сатурна, четверг днем Юпитера, пятница днем Венеры, суббота, шестой день недели, днем Сатурна, и воскресенье днем Солнца. Я даже песню такую сочинил, настроение классное, весеннее, и прям по каждому дню прошелся. Чтобы было так позитивно.
Более того, в арабском мире есть такая книга «Короли джиннов» или «Три заветные желания», «Атлас. Книга забвений». В этой книге каждой планете соответствует свой ангел Элохим и свой джин, то есть который отвечает за терраформирование планеты со дня ее сотворения. Поэтому сказки про джиннов, дошедшие до наших дней, не на пустом месте основаны. Человек может контактировать с джиннами, и джинны могут исполнять заветные желания человека, как правило, 3. Но все эти контакты в конечном итоге плохо заканчиваются для самого человека. Если говорить о так называемом черном кубе Сатурна, то во многих странах мира ему установлен памятник в самых разных своих интерпретациях. То есть на Земле существует культ черного куба Сатурна. И даже знаменитая картина Казимира Малевича «Черный квадрат» стала знаменитой и дорогостоящей только благодаря тому, что на ней изображен не просто квадрат, а именно черный куб Сатурна, и все эзотерики прекрасно об этом знают. Нужно также отметить, что даже в Древней Греции мифический образ бога Титана Кронос или Хронос, который, кстати, пишется через букву О, как бы намекая на гиперинтеллект Омегу, связывали с планетой Сатурн и с так называемым поеданием своих детей, намекая на человечество адамитов. То есть, когда человек доходил через одухотворение своего духа до уровня 6-й мерности эфира, до активации своей шишковидной железы, то не мог пройти дальше в мир альфа и отдавал свой дух омеге. И только душевное человечество, благодаря самосознанию души альфы, это могло себе позволить, если в их сердцах жила вера, надежда и любовь. Любовь души была настолько сильной, что побеждала любой страх своего земного духа. Поэтому я и уверен в том, что именно душевное человечество способно перейти в мир альфы, хотя здесь на Земле об этом, как правило, никто не говорит. Ну и по совершенно случайному совпадению, главная святыня мусульман, храм во внутреннем дворе мечети Аль-Харам в Мекке, Саудовской Аравии, имеет именно форму куба и во время паломничества обтягивается черной тканью. И более того, в основании данного храма имеется черный камень в виде всевидящего ока. Вот такие магические свойства имеет геометрическая фигура куб, которая означает с разных сторон в точке усилия Бога. Что касается световой квантовой хроники Акаши на Северном полюсе нашей Земли, то там покойное сознание душевного человечества упаковывается в квантовые ячейки. Слово «ячейка» означает самосознание человеческой энергии извергает свет, направляемый к первооснове. И в то же время эта квантовая ячейка способна принимать форму открытой книги во время земного воплощения, поэтому ее называют библиотека Акаши. Слово «книга» тоже начинается на букву «К». И означает, с разных сторон в точке наша ДНК излучает глагол первоосновы. В библиотеке князя тьмы на южном полюсе нашей Земли тоже хранится библиотека земных духов со своими книгами, и она находится в районе Атлантиды. И подводя итог всему вышесказанному, перед каждой ушедшей земной цивилизацией вставал личностный вопрос для каждого, в какой мир ему уходить. И каждый осуществлял свой выбор в силу качества энергии своего сознания, в силу своей осознанности. Степень развития осознанности у каждого сознания своя. Еще раз повторю два ключевых понятия «все» и «ничего». Так вот, слово «все» означает «ведая цвет жгучей энергии», а слово «ничего» означает «нечеловеческой энергии глаголит омега». И получается, что свет – это все, а тьма – это ничего. И когда эго человека, когда он доходит до такого понятия, как «я», и пытается ответить на вопрос «а я это кто?», то каждый человек должен принять решение «я это все» или «я это вот как бы отделяюсь от всего этого». Если ты отделяешься от всего этого, то ты ничего собой не представляешь по сравнению с тем, что окружает тебя. Вот это вот все. А если ты хочешь от этого отделиться, то ты ничего. И вот на этом этапе мы, пожалуй, подошли с вами к ключевому моменту данного видео, а именно к повествованию о знаменитой Велесовой книге. Что касается меня лично, то я узнал о таком понятии, как конец света, во время Олимпиады в Москве в 1980 году. Мне тогда было 11 лет, учился в 5 классе, были школьные каникулы, я отдыхал у бабушки в деревне и наслаждался просмотром Олимпийских игр. И вот как-то в один из дней бабушка так тихо, по-доброму сказала: «Внучок, подойди-ка ко мне сюда, садись рядом, мне тебе надо что-то рассказать». Ну, я, соответственно, подошел, сел, и она так мягким голосом спрашивает: «А ты знаешь, что есть такие старинные древние книги, в которых написано прошлое, настоящее и будущее?» Ну, а поскольку я был не подготовлен к такой информации, то я, конечно, задаю наивный вопрос:
Это что, сказки, что ли? Она рассмеялась, конечно, и говорит, да-да-да, конечно, сказки. Только это книги очень старинные, у них кожаный переплет из настоящей кожи, и со временем эта кожа почернела. Поэтому тех людей, которые держали такие книги, называли чернокнижники. И я такую книгу держал в своих руках. Мне ее дали поизучать. Там даже картинки были. Так вот, там было написано, что когда-то появятся стальные птицы. И мы с тобой видим сейчас самолеты. Но, конечно же, в то время ни я, ни бабушка, мы не могли знать, что появятся дроны стальные размером с птичку. И будут настоящие стальные птицы в виде дронов. А она продолжала. Также там написано, что появятся стальные рыбы. И мы с тобой видим подводные лодки. Но опять же, в те времена ни я, ни она, мы не могли предположить, что появятся такие стальные рыбки в виде дронов, которые будут плавать под водой, как рыбы. Ну и, конечно, вызвало интерес с моей стороны. Я ей говорю, а где эта книга? Я могу подержать ее в руках, почитать ее? Нет, этой книги у меня нет. В свое время я вышла замуж за инженера Германа Велесова в немецкой деревне в Сибири. Там родила твою маму, и вот там-то мне как раз и дали подержать эту книгу, с ней познакомиться. И они называли эту книгу «Велесова книга», потому что фамилия у них была Велесова, и им досталась эта книга как хранители этой книги. Но, как это часто бывает, свекровь меня не взлюбила и говорила про меня, что эта девушка не нашей крови. Ну и, соответственно, я случайно услышала, что они собрались уезжать в Германию, потому что Великая Отечественная война закончилась, и общая ситуация позволяла осуществить переезд в Германию. Но зато свекровь души не чаяла в твоей маме, и однажды я подслушала, что у них есть такие планы неожиданно осуществить переезд в Германию и забрать с собой вот твою маму, а меня оставить здесь, в России. И для того, чтобы меня не разлучили с моей дочкой, мне пришлось совершить ночью побег. Я все подготовила, и на одной из ночей я взяла самые необходимые вещи, и мы с твоей мамой сбежали из Сибири и переехали в Хабаровск, где мы сейчас живем. А эта древняя Велесова книга осталась у них, и, скорее всего, они с собой увезли ее в Германию. И дальше она говорит, так вот, в этой книге было написано, что Советский Союз проживет около 70 лет, а потом его не станет, он распадется. Ну и, конечно, мое сознание было не готово слышать подобного рода информацию, ведь я в те времена был отличником, активистом, и я наслаждался просмотром Олимпиады, поэтому я в этот момент подорвался и говорю, бабушка, да как ты такое можешь говорить? Как у тебя язык вообще поворачивается? Что там у тебя понаписали в этих непонятных книгах? Посмотри, какая наша замечательная страна. Ты посмотри, как мы на Олимпиаде себя показываем. Наша страна самая лучшая страна в мире. Никогда ничего плохого с нашей страной не произойдет. Ну и в этот момент она, конечно же, поняла, что я не готов к какому-либо серьезному разговору вот по этой теме. Но видно было, что она не просто так затеяла этот разговор, и она хотела сказать какую-то очень важную сакральную информацию. Поэтому она все-таки решила продолжить. И говорит мне, ну ты успокойся, успокойся. Ни ты, ни я писали эту книгу. Так там написано. Но я же в этом не виновата, и ты не виноват. Так там написано. Написано было, что придет Миша Меченый, и Советский Союз начнет разваливаться. Ну и вот тут я опять, конечно, не выдержал. Говорю, да какой еще Миша Меченый? У вас что там, клички, что ли, как у зэков в этой книжке написаны? Что это вообще такое? Но, конечно же, ни я, ни она, мы в тот период времени не могли себе даже представить, что должен прийти к власти Михаил Сергеевич Горбачев, и что у него действительно будет родимое пятно на голове, как бы меченый. Поэтому такое описание Миша Меченый было вполне уместным. И она все-таки опять продолжила. Ну вот так всегда пишется в подобных книгах. Никогда не пишется ни фамилии, ни отчества. Пишется только имя и какая-то характеристика, чтобы можно было понять, что это именно тот самый человек. Также там было написано, что придет к власти Боря Беспалый, и развал Советского Союза ускорится. Но и в этом месте я опять не выдержал в очередной раз и говорю, да какой еще Боря Беспалый? Что это вообще означает-то в конце концов? Ну и опять же, откуда было мне знать или ей было знать в те времена,
что к власти в РСФСР придет Борис Николаевич Ельцин, и что у него как раз не будет двух пальцев на левой руке. Поэтому такое описание Боря Беспалый было вполне уместно. Далее она продолжила. Тяжелые и смутные времена придется пережить нашей стране и нашему многострадальному народу, но потом придет Владимир с Медведем, и наша страна начнет подниматься с колен. И я, конечно, в очередной раз не выдержал. Я говорю, да что же там происходит? Как это придет Владимир с Медведем? Он что, вместе с животным придет в Кремль и там будет жить, что ли? Как это прикажете понимать? Но понятно, что в те времена ни я, ни она, мы не могли знать, что придет на каком-то этапе к власти Владимир Владимирович Путин, и что его партия «Единая Россия» будет иметь символ медведя. Более того, так называемой правой рукой Владимира Владимировича окажется Медведев Дмитрий Анатольевич. Но и это еще не все. Более того, в настоящее время председателем правительства Российской Федерации и, соответственно, правой рукой Владимира Владимировича является Мишустин Михаил, да еще и Владимирович. Это, конечно, выглядит все очень мистически, и таких совпадений просто не может быть. Это все не случайно. И далее она продолжила. Будут непростые времена. Наша страна пройдет через многие испытания. И нашу страну вновь будут уважать и признавать все страны мира. Ну и на этой фразе я, конечно, очень обрадовался. Я говорю, так, очень интересно. Вот это уже другое дело. Так, и что там написано дальше? Дальше-то что будет, бабушка? И вдруг она выдержала такую большую паузу, театральную. И так тихим, мягким и, главное, самое, что спокойным голосом говорит. Ну а что будет потом? А потом будет конец света. Я этого не увижу, а ты это увидишь. Ну и вот тут я опять, естественно, подорвался. Я говорю, да что же это такое? Что ты мне тут за страшилки какие-то рассказываешь? Не верю я в это ни во что. Когда ты прекратишь рассказывать эти страшилки? Ну тут, конечно, она окончательно поняла, что мое сознание не готово к подобного рода информации. Но я так понимаю, что своей цели она добилась. То, что хотела сказать, она сказала. Поэтому она не стала дальше настаивать на продолжении разговора. И мы больше никогда на эту тему с ней не общались. Конечно, сейчас я жалею об этом. И думаю, возьми мне тогда, поверь в это все. Расспроси, узнай побольше. Глядишь, я был бы более подготовлен к этому моменту. Но я даже забыл про эту историю всю. Как это обычно происходит. И когда уже не стало Советского Союза, когда уже все свершилось, когда пришел Владимир Владимирович, и тогда ко мне пришло озарение, меня как будто бы молния пробила, я говорю, стоп, так это же то самое, что мне бабушка рассказывала, все же сбылось. И Советский Союз развалился, и Миша Меченый пришел, поучаствовал, и Боря Беспалый поучаствовал, и Владимир с Медведем сейчас. Это же все было написано, это все было заранее спланировано. И для меня на начальном этапе это было таким шоком. Я думаю, да как же такое может быть? То есть в какой-то книге кто-то взял это, написал, а потом люди подобрали специальные персонали под это, чтобы это все реализовать. Как такое вообще возможно? Это что означает? Что родился мальчик здоровый, со всеми пальцами, Боря Ельцин. И в какой-то момент сложилась ситуация таким образом, что он специально лишился двух пальцев, чтобы попасть под описание этой книги. Так получается. И действительно, я уже позже узнал, что, оказывается, есть такая книга, называется «Исповедь на заданную тему», которая написана в автобиографической книге, и где сказано, что в 11 лет, во время Великой Отечественной войны, Борис Николаевич Ельцин украл 2 гранаты из церкви и в лесу, стоя на коленях, молотком ударил по гранате, не извлекая запала. Граната разорвалась, а он каким-то чудом остался жив, но лишился пальцев. И мне тогда, а сейчас уже и всем вам, становится понятно, какое чудо вообще произошло. У него на этой земле была своя миссия, и он не мог погибнуть в тот момент времени. То есть его обязательно должны были оградить от гибели, но при этом лишить пальцев. Ну а теперь подумайте, в каком волшебном мире мы с вами живем. И для чего я вам все это рассказываю. Не для того, чтобы вас запугать о приближающемся конце света, о котором все так или иначе говорят. Нет, такой цели нет. У меня цель другая. Задуматься просто о происходящем
наблюдать за тем, что происходит вокруг нас, в нашей реальности, и каждый день, проживая, делать осознанный свой выбор. Но при этом все внимание обратить внутрь себя, не снаружи, внутрь. Пожалуйста, если у вас есть цветные сны, если вы летаете во снах, то найдите контакт со своей душой. Постарайтесь услышать, что она хочет вам сказать. А она точно хочет вам сказать. Она хочет вас спасти. Перенесите туда свое сознание и живите душа в душу со своей семьей. И когда настанет тот самый день или то самое время, о котором все говорят, то это время энергетического урожая, если так можно выразиться, кураторов нашей Земли со стороны темных и светлых сил. Русское слово «урожай» означает «усиленный рожай» или «усилие рожай». А мы уже ранее выяснили, что энергетическое усилие связано с усилием сердца душевного человека. Поэтому от частоты излучения сердца и души зависит очень многое, особенно в переходный период. К этому нужно добавить, что возможности, цели и задачи у разных душ и у разных духов разные. В этом смысле можно говорить о том, что кто-то пошел в 1 класс, а кто-то в аспирантуру нашей земной школы жизни. И в этом смысле это не хорошо и не плохо. Просто так сложились жизненные обстоятельства у каждого из нас в отдельности. Кто-то живет мыслями страха, мыслями удовлетворения голода, мыслями выживания на уровне первой красной чакры, задействовав рептильную часть мозга человека. Базовая частота торсионных волн данной чакры с правым кручением, так на всякий случай, 8 Гц. Правое кручение связано с мужскими энергиями воли духа человека. Красный цвет считается цветом страсти и опасности. В научных кругах прекрасно осведомлены о том, как работает рептильный мозг человека в качестве базовых инстинктов самосохранения и выживания. Как правило, у таких людей хороший аппетит, и даже особо не имеет значения качество пищи. Они готовы употреблять все подряд. Главное условие – пищи должно быть много, чтобы можно было сформировать некий запас продовольствия. При недостатке пищи у таких людей возникает раздражение, резко портится настроение и возникает страх остаться голодным. Кто-то живет мыслями половой озабоченности, сексуального удовлетворения и размножения на уровне второй оранжевой чакры, задействует половые железы. Базовая частота торсионных волн данной чакры с левым кручением 16 Гц, поэтому принято говорить «пошел налево». Левое кручение связано с женскими энергиями чувств души человека. Оранжевый цвет считается цветом оптимизма и жизненной силы. У таких людей буквально бабочки летают в животе от удовлетворения своих сексуальных потребностей. Испытав однажды такое удовлетворение, они ради повторения такого удовлетворения готовы на любые безрассудные поступки и, как правило, имеют очень страстный характер. Ни о чем другом они устойчиво думать не могут. От похождения налево таких людей невозможно удержать, даже если они будут иметь несколько женщин или несколько мужчин одновременно. Кто-то из нас с вами исключительно живет мыслями материального обогащения на уровне 3-й желтой чакры, задействовав максимально свое солнечное сплетение. Базовая частота торсионных волн данной чакры с правым кручением 32 Гц. Правое кручение связано с мужскими энергиями духа человека. Желтый цвет считается цветом радости, внимания и цветом солнечного света. Это особая категория людей, так как они являются жуткими карьеристами, нацелены на достижение своих материальных ценностей любой ценой, даже приступив закон. Для них хитрость и изворотливость являются подручными инструментами, а это возможно только при максимальном развитии своего духа. Поэтому это достаточно грамотные и талантливые люди, для которых власть и деньги являются смыслом жизни любой ценой. Вопрос совести перед ними, как правило, не стоит. Все 3 изначальные чакры на теле человека при их доминировании в эфире Земли за счет соответствующей мозговой активности человечества формируют трехмерный эфир нашей реальности. И те, кого интересуют исключительно вопросы хорошего аппетита, полового влечения, материального обогащения, те достаточно комфортно ощущают себя в нашем обществе. Это базовый фундамент для дальнейшего развития самосознания человека. На данном этапе формируется эго, которая интересуется жизнью других людей исключительно в состязательном уровне, буквально во всех видя своих соперников, вызывая в себе зависть по отношению к успехам других людей. Так что в нашей жизни нельзя всех равнять под одну гребенку, у каждого стоят свои текущие задачи. Однако, перенасытившись материальными благами, эго некоторых людей способно
переключить свое внимание на развитие своего духовного мира. Поэтому среди нас с вами проживают те, кто живет в ладу со своей душой, прислушиваясь к голосу своей совести, проявляя самые лучшие качества своего добродушия на уровне 4-й зеленой сердечной чакры. Базовая частота торсионных волн 64 Гц с одновременным вращением в разные стороны. А именно поэтому сердце способно выдерживать большие перегрузки. Зеленый цвет считается цветом жизни и любви, цветом безопасности. Поэтому в исламе это базовый цвет. Люди с активной сердечной чакрой способны снять магнитный замок со своего сердца, перенеся сознание в свою душу и запустить магнитные потоки, связанные с магией чувств, начиная получать удовольствие от благих мыслей, от блаженного состояния своего внутреннего мира. Такие люди способны искренне радоваться успехам других людей. И как крайнее проявление есть люди, которые с рождения, даже голодными и раздетыми, готовы вести аскетичный образ жизни, изначально заключив контракт на такое земное воплощение для испытания своей души и своего духа. Но есть и люди, которые после достижения неких материальных ценностей переключили свое внимание на формирование духовных ценностей. То есть на самом деле разные подходы к одному и тому же понятию. Среди нас также проживают те, кто накопил в своей душе огромный потенциал энергии чувств, которые от переизбытка чувств своей души готовы творить шедевры искусства, петь, читать откровенные стихи, проявлять свое актерское красноречие благоприятной, яркой речью на уровне 5-й голубой чакры щитовидной железы. Базовая частота торсионных волн с левым кручением 128 Гц. Левое кручение связано с женскими энергиями чувств души человека. Голубой цвет считается цветом чистоты и разума. Такие люди особым образом ощущают звучание музыки, купая свое сознание в нотках красивой симфонии своего духовного внутреннего мира. Для них ощущение гармонии и красоты является смыслом жизни. Именно поэтому они могут быть гурманами в пище и по-настоящему ценить искусство во всех его проявлениях – живопись, скульптура, театр, музыка и тому подобное. Более того, через познание самих себя они способны познавать мироустройство. Они способны ощущать мурашки на своей коже от активности всех своих органов чувств, как будто они имеют оголенную кожу. Общепринято считать, что у человека 6 основных органов чувств. Первое – это глаза, либо зрение. Второе – уши или слух. Третье – язык или вкус. Четвертое – нос или обоняние. Пятое – кожа, это осязание, ощущение боли, температуры. И шестое – это вестибулярный аппарат, то есть чувство равновесия, положение в пространстве, ускорение, ощущение веса. Хотя в научной среде звучит мнение о том, что у человека на самом деле от 22 до 33 органов чувств в различных своих сочетаниях и проявлениях. Среди нас проживают также те, кто способны управлять ясновидением на уровне 6-й синей чакры шишковидной железы. Базовая частота торсионных волн с правым кручением 256 Гц. Правое кручение связано с мужскими энергиями одухотворенного духа человека. Поэтому неудивительно, что на квантовом теле нашего мироздания 6-я мерность эфира является вотчиной гиперинтеллекта Омеги, и Омега олицетворяет шишковидную железу Всевышнего. Мы об этом уже подробно поговорили в предыдущем видео, посвященное букве И краткое. Синий цвет является цветом покоя и умиротворения. Это ярко проявляется в тот момент, когда человек осознает, что общедоступных органов чувств ему недостаточно для познания мироздания. Телепатия, чтение светомыслей становится для таких людей базовым инструментом познания мироздания. Ясновидение, яснослышание, яснознание и ясночувствование – это виды экстрасенсорных способностей, которые предполагают восприятие информации, недоступной обычным органам чувств. Ясновидение – это способ воспринимать информацию с помощью образов, картинок, символов, видений, которые проявляются перед внутренним взором. Ясновидящие способны считывать сведения о будущем, прошлом, отдаленных событиях и людях. Яснослышание – это способность воспринимать информацию на слух через голос внутри или внешние звуки, шепот, голос духовных наставников или сущностей, музыкальные мелодии или слова, которые передаются тонким энергетическим образом. Яснознание – это внезапное осознание или уверенное внутреннее знание информации о чем-либо без получения ее из общепринятых источников. Это похоже на озарение. Человек просто знает и все. И не сомневается в своем знании, хотя логических объяснений этому нет.
Ясночувствование – это эмпатия, чувственное восприятие энергии, это способность воспринимать информацию через чувствование телом, эмоциональное состояние, считывать физические ощущения других людей и даже энергетические поля окружающей среды. Но все эти божественные способности открываются ровным счетом потому, что мозг человека переходит на иные частоты своего излучения и начинает вступать в зрительный контакт за пределами видимых 7 цветов радуги, за пределами общедоступного звукового диапазона частот, соприкасаясь с ультрафиолетовым и инфракрасным излучением. Однако здесь присутствует некая опасность, так как при активации шишковидной железы человек способен воспринимать не только высокочастотные энергии ультрафиолета, но и низкочастотные энергии инфракрасной, инфернальных сущностей, которые всегда жили на Земле со времен ее формирования. Причем очень часто с низкочастотными сущностями найти контакт гораздо легче, чем с высокочастотными сущностями. Более того, человек входит в контакт с теми сущностями, с которыми совпадает частота волновых вибраций внутреннего мира, или с теми, у кого частота ниже его частот, если он дает свое согласие. Понимаете теперь, почему здесь всегда на Земле принято спрашивать вашего согласия? Чтобы вы разрешили низкочастотным сущностям вступать с вами в контакт, так как иначе вы для них будете недоступны. Поэтому необходимо детей своих научить говорить «нет», если речь идет о внешнем вмешательстве в ваш внутренний мир, и ваш внутренний мир благодушен. Поэтому многие стремятся постоянно поддерживать себя на позитиве, что на самом деле непросто, конечно, в условиях переменного тока, агрессивной среды, трехмерного нашего эфира. Или в нейтральном состоянии покоя, что более реалистично для нашей реальности. И среди нас не задерживаются долго те, кто способен вступить в прямой контакт со своим высшим «я» на уровне 7-й фиолетовой чакры на темени человека. Базовая частота торсионных волн 512 Гц с полным отсутствием кручения, то есть это чистый ноль. Эта точка самосознания позволяет буквально видеть ситуацию сверху, выходя из активной зоны земной жизни. И это является еще раз подтверждением точки перехода в мир суперинтеллекта альфы через гиперинтеллект омегу, через великий ноль нашего мироздания, обозначенным в русском языке символом буквы О. Фиолетовый цвет считается цветом многогранности и мудрости. При достижении такого душевного состояния сердце переходит в иной режим работы. Когда все 7 энергетических центров, то есть все 7 чакр на теле человека, синхронизированы, то солитон в сердце начинает вращаться на частоте 1024 Гц. И тело буквально исчезает из трехмерного эфира, из восприятия остальных людей. По сути, это и есть мгновенный переход в иные миры, в другую мерность эфира, как правило, в 8-ю мерность эфира, благодаря активному мыслительному процессу. И не случайно в русском языке символ буквы М мысли соответствует 8-й мерности эфира на схеме круга абсолюта русской азбуки. Этот квантовый переход раньше был возможен лишь индивидуально. Нам же сейчас рассказывают о массовом переходе, так как это касается космических процессов нашего мироздания. Ну, что называется, поживем, увидим. Но ключевым фактором любого перехода является соответствие твоих личных волновых частот и твоих характеристик данному эфиру или данному пространству. Мы уже говорили ранее о том, что слово «квант» тоже начинается на букву «К» и означает с разных сторон точки, ведает первооснову наша ДНК телесная. Все внешнее воздействие на человека, или, если хотите, управление человеческим телом, осуществляется через ДНК человека. Поэтому матрица Земли осуществляет воздействие на человечество через ДНК человека. Это действительно очень интересная тема, касающаяся каждого из нас. Вы думаете, что это вы принимаете решение, как ситуация с пальцами Бориса Николаевича Ельцина. Но на самом деле все решения в конечном итоге определяются первоосновой человека или оператором. Именно поэтому так важно активировать свое самосознание, чтобы как можно раньше начать вести осознанный образ жизни для повышения уровня осознанности своей личности. Именно поэтому такое понятие, как квантовая физика, на самом деле известно еще со времен Атлантиды. Если кто-то вспомнит свои прошлые земные воплощения, своей опытной души, то прекрасно поймет, о чем я сейчас говорю. И вот теперь человечеству опять разрешили прикоснуться к этому понятию через стоячие световые волны, формирующие наш материальный мир. Это же понятие касается в том числе светящихся человеческих тел. И когда мы с вами дойдем до видео, посвященного букве Н, то есть это наша ДНК, то вы наглядно увидите всю красоту этого генетического божественного шедевра. И мы не просто покажем,
а наглядно докажем, как извне можно управлять человеческим телом, как аватаром, через ДНК и лазерные технологии. Более того, вы увидите, почему сразу после буквы М мысли идет буква Н, наша ДНК. Мысли работают с нашим ДНК точно так же, как оператор работает на квантовом компьютере. Знаменитый ученый, доктор биологических наук Петр Горяев максимально близко приблизился к раскрытию этой технологии не только теоретически, но и практически. Правда, это стоило ему жизни, но у всего есть своя цена. Особенно в период ночи Сварога. Однако смерть никогда не останавливала пытливый ум настоящих ученых. Вечная память Петру Горяеву и огромному количеству отважных русских людей, которые пытались найти ответы на запрещенные вопросы нашей реальности. Ну а на этом этапе мы, наверное, немножко все-таки порасшифровываем русские слова, которые начинаются на букву К, и в очередной раз порадуемся за русский язык. Например, слово «каша» означает «с разных сторон в точке основывается триединый поток энергии первоосновы». Именно поэтому каша на Руси была основным полезным блюдом, надежно снабжавшим человека энергией на длительный период времени. Ну и детям всем прописывают кушать именно каши в детском садике и так далее. И говоря о букве К, мы не можем обойти щекотливую тему, поэтому я сразу великодушно прошу меня извинить, но может это кого-то рассмешить, позабавить, но слов из песни не выкинешь, как говорится, поэтому мы разберем такое понятие, как какашка, что означает как кашка. И на самом деле отходы жизнедеятельности человека часто имеют кашеобразную форму, а слово «кака» означает «как первооснова». В этом смысле подразумевается целая философия закона сохранения энергии. Даже отходы жизнедеятельности могут послужить основой для зарождения какой-то новой жизни. Именно поэтому в символе русской буквы «К» все примыкания к вертикальной энергетической оси, как верхние, так и нижние, осуществляются с правой стороны духа земного. Ну и продолжая эту тему, расшифруем официальное название «Кал», которое тоже не случайно начинается на букву «К» и означает «с разных сторон в точке первооснова людская». У многих потом озарение возникает, так вот она какая первооснова людская. Вы будете смеяться, наверное, но когда я познакомился с практиками жрецов, то они на полном серьезе мне объясняли, что означает выражение «кишка тонка». Но все вы прекрасно знаете, что до сих пор в разговоре иронично про людей говорят, в которых не уверены, что у них все получится, да у него кишка тонка. Так вот, оказывается, жрецы действительно раньше занимались селекцией, выращивая новые виды растений со своими характеристиками, пропуская через себя их семечки и косточки. И хорошо, когда семечко маленькое. А если это, например, косточка персика, то все смеялись и говорили, да у него ничего не получится, кишка тонка. Но, как говорят жрецы, для этого были исполины, великаны, у которых кишка была толстая, и они много чего могли. Но самое удивительное то, для чего это они делали. Они во времена нахождения семечки в организме запускали активные мыслительные процессы и задавали те характеристики, которыми должен начать обладать новый вид растений. Задавали новые установки, формировали новые генетические программы силой своей мысли. И самое интересное, что это у них получалось. И даже в Библии, книга Бытия 2.7, говорится, что Адам был создан из праха земного. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. Слово «прах» означает покойные солнечные хромосомы. И это очень интересный момент, потому что до наших дней дошла информация о том, что прах человека – это по сути зола, которая осталась после кремации человеческого тела. И этот факт, во-первых, доказывает то, что изначально на Руси тела покойников предавали огню, чтобы освободить от земного обременения на пути в солнечный портал. А во-вторых, доказывает то, что Адама сотворили солнечных хромосом погибших солнечных людей. Поэтому в Библии сказано именно о живой душе человека. В следующем видео, посвященном букве «Л», люди, мы как раз будем говорить о том, кто такие солнечные люди, как они попали на нашу Землю, что с ними произошло и почему всем выгодно скрывать эту информацию от нас, а также поведаем о том, какие люди находятся за гранью нашей реальности и как мы можем с ними взаимодействовать. Однако в Коране говорится, что Адам был создан из глины. Цитата. «Воистину мы сотворили человека из глиняного теста, а потом же мы определили его в виде капли семени в надежное место. Потом мы превратили каплю в сгусток крови, кровяной сгусток в кусок мяса,
Потом мы воплотили его в новое создание. Благословен Аллах, наилучший из создателей. Это 23 сура Аль-Муминун. Также сказано в Коране: «Когда же я дам ему образ и оживлю, вдохнув в него от моего духа». 15 сура Аль-Хиджр 29. То есть человека вдохнули божественного духа Аллаха. На самом деле, именно в Святом Писании Корана дано самое достоверное описание сотворения современного человеческого тела, так называемых адамитов. Причем в Коране упоминается слово «создание», которое лучше всего характеризует внутренний мир человека и означает «свет образует здание». Наверняка каждому человеку снилась лестница или движение вверх, либо вниз по лестнице здания своего сознания. Передвижение по этажам зависит от достижений человека в тот или иной период времени и от раскрытия зашифрованной информации ДНК перед сознанием данного конкретного человека. По сути, сейчас, с учетом озвученных в публичном пространстве генетических экспериментов и компьютерных технологий, современный человек прекрасно может себе представить любые генетические процессы в пробирках и инкубаторах. Но все же в Коране прозвучало слово «глина», что означает «глаголит людское излучение нашим ДНК первоосновы». В этом смысле глина – очень подходящее слово, указывающее на первооснову ДНК человека. И в том сериале, о котором мы уже с вами говорили, «Мир Дикого Запада», показано, как с поразительной компьютерной точностью на сферическом 3D принтере по образу и подобию звездных врат можно напечатать кости и мясо человеческого тела, а также сформировать кожу. Останется только тело оживить потоком света живородящего духа Творца и Создателя физических тел гиперинтеллекта Омеги. Ну и в завершении данного видео мы позволим себе расшифровать некоторые слова, которые напрямую связаны с человеком. Слово «кол» означает «с разных сторон в точку направляется организм людской». Образ человека всегда связывали с образом вертикальной энергетической оси. Поэтому образ человека напоминает кол или единицу, и до сих пор принято говорить «живая единица». И если человек символизирует единицу, то 0 символизирует Бога, ну или, можно сказать, символизирует омегу, периодически обнуляющего человека. Это к вопросу программирования чередования нуля и единицы в нашем квантовом мире. И фиолетовая седьмая чакра на теле человека у славян называется колород. Слово колород означает «с разных сторон в точку направляется организм людской, образуя род». А слово род означает «разум образует добро людской памяти». Через эту чакру человек объединяется со своим родом небесным в мире славе. Примечательно и то, что образное мышление позволило описать часть руки словом «кисть». Слово «кисть» тоже начинается на букву «К» и означает «с разных сторон в точку направляется излучение света, тела и души». Действительно, пальцы торчат в разные стороны, как лучи излучения. Собственно, поэтому и пушистые кисточки художников, ну и строительные кисточки, тоже называются словом «кисть». Также образное мышление позволило описать часть тела словом «колено». Слово «колено» означает «с разных сторон в точку направляет организм людскую энергию нашего организма». И действительно, именно колено способно формировать изгиб ноги в точке, что делает ноги подвижными и энергичными. Неудивительно, что в родословной люди тоже упоминали слово «колено», так как речь шла об энергии рода человеческого, а также об ответвлениях, изгибах ветвей рода человеческого. Еще одно удивительное слово – это слово «кожа», которое тоже начинается на букву «К» и означает «с разных сторон в точке образует живая первооснова». Кожа покрывает каждую точку живых мягких тканей и костей человека примерно так же, как кора покрывает ствол дерева. Слово «кора» тоже начинается на букву «К» и означает «с разных сторон в точке образует разум первоосновы». Ну и знаменитое слово «культура» означает «культ, усиленный солнцем разума первоосновы». Именно солнечный свет способен нести информацию, а значит знания и культуру общения. Даже сны мы видим благодаря внутреннему свету. Чем больше информирован человек, тем больше развит его разум, тем культурнее он способен себя вести в соответствующей обстановке. Слово «культ» означает «с разных сторон в точку направляется усилие людской души и тела». Культ человека подразумевает направление своего внимания и сосредоточение на конкретной точке какого-либо объекта. И поэтому слово «культуризм» означает «с разных сторон в точку направляется усилие людской души и тела излучением земных мыслей». Как говорится, в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и тело, поэтому многие культуристы прокачивают каждую свою мышцу. И вот на этой позитивной ноте, что должно быть прекрасно все, и душа, и тело,
мы заканчиваем данное видео, посвященное букве К. Надеюсь, что данная информация будет полезна для каждого, кто посмотрит данное видео. И позволит каждому задуматься, во-первых, о том, где мы живем с вами, а во-вторых, позволит каждому сделать себя как можно лучше, чтобы стать лучшей версией себя, чтобы в сердце нашем жила вера, надежда и любовь. Поэтому все видео построено таким образом, чтобы вы перестали бояться конца света. И поэтому в завершении данного видео прозвучит песня, которая называется «Конец света оптимистичный». А в следующем видео мы уже поговорим про букву «Л», что означает «люди», и расскажем, чем люди отличаются от человечества и почему все-таки это два разных понятия. Всем доброго бытия, до новых встреч! Слабо виден наш свет, оцифрован геном. Кто-то резко ослеп и не видит оков. Мы стоим у окна и не знаем, чей дом. Видны только разрывы нам неведомых снов. За стеной чей-то смех превращается в крик. Чей-то старый будильник показал 5 минут. И буквально на небе ряд из цифр возник. Кто-то пишет их мелом, их кому-то сотрут. Это конец света, но свет еще есть в глазах. Это конец света, кто-то держит его в руках. Это конец света, но Божья есть искра. Если уже поздно, тогда давай доживем до утра. На пустых остановках имена видны тех, кто вышел вперед и забыл вернуться. Провода загудели, голоса средь помех запустили отсчет, нам не увернуться. Тонут наши слова, словно капли в воде. Нам сказали успеть, но забыли куда. Топчем обувь свою мы по черной земле. Мира ищем в бою, не найдем никогда. Это конец света, но свет еще есть в глазах. Это конец света, кто-то держит его в руках. Это конец света, но Божья есть искра. Если уже поздно, тогда давай доживем до утра. Где не знают войны, повышаем частоты, проясняя сознание. Мы развеем туман и уходим от тьмы. Видим много зеркал, познаем мироздание. Видны символы цифр в измерениях эфира. Воля тянет вперед, опыт есть за спиной. Третий глаз наблюдает изменения